Привет! Сегодня поговорим про типы слоев и масок в Krita. Сразу скажу, речь пойдет не про режимы наложения слоев типа Overlay, Multiply, а про вот эту вкладочку. Я разберу по пунктам, что тут есть что. Если вам эти названия что-то говорят, то я не расскажу ничего нового, однако, если что-то вам тут не знакомо, то начнем. Add Paint Layer — это добавить обычный рисовальный слой, на котором мы обычно и рисуем. Это делается с помощью горячей клавиши Insert. И это просто слой для рисования. Далее. Add Group Layer. Сейчас мы просто создали пустую папку для слоев, в которую мы с помощью той же клавиши Insert или перетаскивания можем добавлять слои. Или можно просто выделить пачку слоев, нажать Ctrl-G и создастся папка слоев. А для чего это нужно? Слои взаимодействуют между собой, находясь в одной папке. То есть сейчас мы можем рисовать в пределах одного слоя, нажимая вот эту клавишу наследования альфа-канала, или, выбрав режим Multiply, мы воздействуем с помощью затемнения только на слои в этой группе. Однако, если мы хотим, чтобы наши слои воздействовали на все слои ниже, а не только внутри группы, мы выбираем вот эту клавишу. Но тогда и вот эта штука не будет работать. То есть сейчас она работает, а при нажатии вот этой клавиши не работает. Далее. Add Clone Layer. Я подробно разбирала тип этого слоя в одном из своих видео. Можете посмотреть. Сейчас я очень быстренько разберу, что это такое. Выбираем Add Clone Layer. Мы просто создали нашу копию слоя. Мы никак не можем на нее воздействовать, но если мы меняем наш исходный слой, то меняется наш клон. Когда мы хотим преобразовать какой-то тип слоя в обычный рисовальный слой, чтобы иметь возможность с ним взаимодействовать как обычно, то есть рисовать, трансформировать и так далее. То есть мы не можем его трансформировать. Если мы хотим преобразовать его просто в рисовальный слой, мы заходим по правой кнопке мыши, выбираем Convert to Paint Layer. И теперь наши слои не соединены, но мы можем рисовать на нашем слое. Далее. Add Vector Layer. В Krita есть возможность взаимодействовать с различными векторными инструментами. То есть данные инструменты могут быть как растровыми, так и векторными. Сейчас мы находимся в векторном слое, то есть мы не можем рисовать. У нас появляется уведомление, что мы не можем этого делать. Однако мы можем воздействовать на наши объекты. То есть выбираем инструменты взаимодействия с векторными объектами. И мы можем менять. Также, добавив в наш интерфейс Settings, Dockers, Tool Options, добавляем Tool Options, вот он у меня, и мы можем менять цвет у нашего объекта, добавлять ему заливку и так далее. То есть, если вы знакомы с векторными редакторами, вы должны понимать, как это работает. Но если нет, то просто заходим сюда, в наш Tool Options, настройку инструмента, и разбираемся, что мы можем делать. Например, регулировать толщину нашей обводки. Опять-таки, трансформировать. Инструментов тут довольно много. Когда нам нужно точное рисование и возможность корректировать наши линии, толщину наших линий, то векторный инструмент — это очень полезная функция.
То есть для точного рисования это нужно и полезно. Также текстовый инструмент — это тоже вектор. Но когда нам нужно все это преобразовать для рисования, то есть перевести из вектора в растер, мы выбираем наш слой и точно так же Convert to Paint Layer. То есть опять-таки растровое рисование — это рисование кисточками, это именно про пиксели. То есть мы рисуем, взаимодействуя с пикселями, а растровое рисование — это точки, соединенные прямыми. То есть как бы мы ни трансформировали, у нас не произойдет пикселизации. То есть вот мы увеличили наш прямоугольник, но при этом у нас не началась вот эта история, которая происходит с картинкой. То есть тут, правда, край и так неровный. Сейчас я попробую более-менее ровный край. При трансформировании мы получаем такую историю, что края пикселизуются. То есть, а в векторной истории такого не происходит. То есть это про разницу между вектором и растром. Более подробно можно, конечно, погуглить, но это так, введение. Хорошо, далее. Add Filter Layer. Сейчас мы разберем здесь два типа слоев. Возьмем мою картинку, добавим ее сюда. Итак, что делает Filter Layer? Мы можем воздействовать каким-либо фильтром на нашу картинку, то есть я ее сделаю насыщеннее, темнее, и нажму ОК. И данный тип слоя воздействует на все слои под ним. То есть сейчас произошло затемнение всех слоев, которые находятся под нашим слоем. То есть, вот, например, я выключаю, и мы видим, что оно затемняет все. Но если мы объединим в группу, то видим, что наш фильтр будет воздействовать только внутри группы. То есть так работает Filter Layer. При этом мы всегда можем не только включать-выключать, мы также можем менять наши настройки. То есть это так называемое недеструктивное воздействие на нашу картинку. То есть когда мы накладываем фильтр непосредственно на наше изображение, то потом, спустя много итераций, мы ничего с этим не можем сделать. Мы уже наложили фильтр. Однако так мы можем всегда отменить то, что мы сделали. Однако я упомянула еще один тип слоя. Речь идет про фильтр маск. То есть по концепции эти фильтры очень похожи. Но фильтр маск, мы видим, он присоединен только к этому слою, и он воздействует только на выбранный слой. Он, конечно, может также воздействовать на группу слоев, но мы определяем, на что он будет воздействовать. Что еще интересного я могу сказать про фильтр маск и фильтр layer? Мы можем корректировать их с помощью черно-белых тонов. То есть мы выбираем нашу кисточку и, рисуя по нашей картинке, мы возвращаем ей исходные значения. То есть белые цвета — это цвет нашего фильтра, нашего оказанного воздействия на картинку, а черный — это стереть фильтр. Соответственно, серое значение будет промежуточное значение между включенным фильтром и выключенным, то есть какое-то среднее значение. Это может быть полезно, когда вы хотите где-то сделать затемнение, а где-то не делать. То есть вот таким образом, например. Вот я могу включать и выключать, и где-то
воздействие оказывается, а где-то не совсем. И фильтр layer работает точно так же. Хорошо, далее. Вернемся. После фильтра layer у нас идет fill layer. Что тут происходит? Это заливка всего холста каким-нибудь цветом, градиентом, узором, паттерном, скринтоном и так далее. В чем смысл этого предприятия? То есть вот мы создали наш паттерн. Во-первых, мы всегда можем в него вернуться. Мы жмем правую кнопку мыши Properties. Заходим, мы можем менять направление, размеры нашего узора. Также мы, в принципе, можем поменять наш паттерн. Можем выбрать воздействие на наш слой с помощью режима наложения. Это понятно. Но в чем также смысл этого предприятия? Кадрируя слой, будет изменяться под кадрирование. То есть, как бы мы его ни кадрировали, он подтянется. В отличие от обычной заливки, то есть вот сейчас мы видим, что background изначально он был вот такого цвета, я поменяла его на более темный, и теперь он не тот, который нам нужен. И иногда это прям значительно мешает, когда у вас изображение, поверх него много слоев с какой-нибудь заливкой. Например, вы любите режимы наложения, и вот вы кадрировали ваше изображение, решили, что надо увеличить вашу картинку. И в итоге вам нужно брать и трансформировать. И это бывает очень утомительно, раздражает, и тогда fill layer прям очень выручает. То есть я, когда впервые о нем услышала, подумала, что это какая-то ерунда, но когда я 5 раз подряд кадрировала картинку, потому что у меня там изначально было крохотное изображение, а потом я его увеличила прям до большого. И каждый раз мне нужно было подтягивать все мои слои, которые окрашивают мое изображение, до нужного размера. И это очень раздражает. То есть эта функция прям выручает. Хорошо, далее. Add File Layer. Это довольно ограниченная по применению вещь, но я покажу, что она делает. Это точно такое же изображение, на которое мы не можем воздействовать с помощью рисования или трансформации. То есть вот я сейчас пытаюсь рисовать, и у меня ничего не получается. Мы можем только перетаскивать это изображение. Но мы можем пойти в нашу картинку, это она, и внести в нее изменения. Сохраняем наши изменения. И, о чудо, наши изменения перенеслись сюда. То есть мы можем изменять наш исходный файл, и изменения будут повторяться здесь. Однако, опять-таки, по применению эта функция не очень востребована, но теперь вы знаете, что такое есть. Далее. Add Transparency Mask. Если вы имели дело с фотошопом, ну то есть название говорит само за себя, это маска прозрачности, мы точно так же воздействуем на нее с помощью белых и черных цветов. То есть выбираем черный, и это полностью прозрачность. Выбираем белый, и это непрозрачность нашего изображения. Выбираем промежуточное значение, и наше изображение становится полупрозрачным. То есть тут все понятно. Точно так же наша Transparency Mask может воздействовать на несколько слоев, если они находятся в группе. Но, по сути,
В Крите также есть альтернатива, которая называется режим наложения Erase. Как оно работает? Мы объединяем наш слой, добавляем новый слой и выбираем режим Erase. И теперь, каким бы цветом мы ни рисовали, мы будем стирать со 100% прозрачностью. То есть тут прозрачность определяется с помощью прозрачности самой кисточки. И слой Erase воздействует на все слои, которые находятся под ним. То есть по смыслу похоже с Transparency Mask, но немножко по-разному работает. Хорошо. Далее. Add Filter Mask мы уже разобрали. Это то же самое, что Filter Layer, только воздействует на выбранный слой или на выбранную группу слоев. Add Colorize Mask. У меня также было про это видео, довольно подробное, но сейчас я быстренько разберу, о чем речь. Для этого мне потребуется самый простенький лайнарт. То есть... Простите меня за это. Стараемся замыкать все наши линии, чтобы результат заливки сработал. Потому что речь пойдет именно о заливке цветом. Отлично, прекрасный лайнарт, просто прекрасный. Это Colorize Mask. Ничего не произошло. Мы должны выбрать определенный инструмент. Вот он. Он вот так выглядит. У нас все залилось таким светло-серым цветом. Это значит, что этот слой активен. И начнем определять цвета нашего изображения. Нам не нужно что-то прям так закрашивать, мы просто раскидываем цвета. Вот сейчас вот этот цвет будет прозрачным. То есть мы опять берем наш Tool Options, держите его всегда на экране для работы или помните, где он у вас находится, потому что это довольно нужное окошко. У меня оно выглядит немножко не так, потому что у меня стоит плагин, но по сути выглядит оно в основном точно так же. То есть разница невелика, просто у меня можно его сворачивать. Мы выбираем цвет, который будет прозрачным, нажимаем Transparent, отлично. Теперь мы нажимаем вот эту клавишу, у нас происходит рендер, и нажав вот на эту клавишу, мы можем посмотреть наш результат. Если нас результат не устраивает, мы можем удалять цвета, которые нам не понравились, выбрать другой цвет. То есть, например, мне там не понравился этот зеленый, я возьму какой-нибудь другой оттенок. Точно так же залью нужные области. И точно так же нажимаем рендер. Ждем наш результат. В зависимости от мощности железа это происходит с разной скоростью. Также это может быть довольно тяжелая операция, то есть прежде чем ее делать, лучше всегда сохраняйтесь, потому что возможны вылеты, и это неприятно. Итак, у нас получился вот такой шедевральный цветочек. Когда результат нас устраивает, мы выбираем Colorize Mask и точно так же Convert to Paint Layer. Вот мы получили нашу заливку, то есть она учитывает наш лайнарт и плотненько так заливает все. Если вам нужно разбить ваш слой на разные по цветам слои, то есть вот сейчас оно все слито в один. А если вам нужно несколько слоев с раздельными цветами, для этого мы идем в Layer, Split, Split Layer. Здесь возможно разбивка на отдельные слои или маски выделения. Это последнее, что мы будем разбирать. То есть я объясню, что это такое. Выбираем разбивка на слои. Также можно почитать, что тут у нас написано. То есть положить все новые слои в группу,
положить каждый слой в отдельную группу, заблокировать прозрачность на каждом слое, спрятать исходный слой, который мы будем разбивать по цветам, отсортировать наш слой по количеству непрозрачных пикселей. То есть, ну, тут можно оставить все как есть. Fusioness определяет, как много у нас будет слоев. То есть вот сейчас мы попробуем. У меня слоев мало, и он разбил их точно. Даже название дал, исходя из выбранной палитры цветов. То есть теперь у нас все слои разбиты. Но при этом остался наш исходный слой. Отлично. То есть я очень быстро объяснила этот слой, тип слоя. Вы можете более подробно посмотреть в моем видео, которое называется «Как покрасить лайн-арт в Krita». Это будет весьма полезно. Add Transform Mask. Я уже упоминала, что некоторые слои нельзя трансформировать. То есть, вот сейчас мы опять создадим, например, клонирующий слой. То есть вот у нас исходный слой. Мы создадим его клон, например. И при попытке его трансформировать у нас появляется уведомление, что мы не можем трансформировать его. Чтобы трансформировать, воспользуйтесь маской трансформации. Что это такое? Это недеструктивная форма трансформации, то есть та, которую всегда можно отменить. Вот сейчас я добавила ее, и теперь с помощью трансформации мы можем воздействовать на наш слой. Однако он остается клонирующим слоем, и поэтому все изменения, которые мы производим в нашем исходном слое, повторяются здесь. И опять-таки, мы всегда можем отменить нашу трансформацию, выключив маску или удалив ее. Но также стоит отметить, что это довольно требовательная к железу функция, так что опять-таки всегда сохраняйтесь перед такими сложными операциями, чтобы при вылете у вас не пропал ваш прогресс. У вас может и не вылететь, но лучше сохраниться, чем не сохраняться. Отлично. Мы разобрали трансформирующую маску. И последнее, что у нас осталось, это Add Local Selection. Как это работает? Открою мою картинку. Если вы любите работать с выделениями, или у вас случилась такая неприятность, что все слои слиты, а вам нужно, например, поработать с фоном позади или с объектами, которые мы вот выделяем. Вот, мы выделили наш объект, но как только мы снимем наше выделение, мы его не вернем. А если оно нам нужно на постоянной основе, мы берем и нажимаем Add Local Selection. И теперь вот оно выключено, и мы можем просто рисовать по нашей картинке. А вот оно включено, и мы рисуем с учетом нашего выделения. Точно так же мы можем его выбрать и воздействовать на него. То есть мы можем инвертировать наше выделение, и теперь мы рисуем по фону вместо объекта. Мы можем сглаживать наше выделение, увеличивать наше выделение. То есть вот сейчас я, например, сглажу наше выделение на 5 пикселей. И теперь наше выделение с более мягкими краями. То есть иногда это довольно полезная функция. И это было последнее тип слоя маски здесь. То есть мы все разобрали. Мы молодцы. Надеюсь, что-то из этого вам будет полезно при работе. А на сегодня все. До новых встреч!